Роман жены, страдающей депрессией. Мы вместе уже 12 лет. У нас двое детей от предыдущих браков. Один мой, один ее. Они уже почти полностью самостоятельные. Я думал, что период пустого гнезда мы переживем легко. Будем путешествовать по миру и пробовать что-то новое. Но она так и не дала этому шанса. Со временем она становилась все более какой-то подавленной, теряла интерес к жизни. Я же был слишком сосредоточен на работе и заработке денег, потому что последние пару лет были тяжелыми для нас. При всем этом у нас все еще есть красивый дом, возможность путешествовать по 2 месяца в году и хорошие машины. Она попросила время, чтобы путешествовать одной и разобраться в своих чувствах. Я согласился. Но вместо этого, во время своей первой поездки, она нашла любовника. Я почувствовал это сразу и прямо спросил ее. Но она 2 месяца газлайтила меня, продолжая ездить в поездки со своим мужиком. В итоге я узнал правду во время нашей поездки на годовщину. Она разговаривала с ним прямо по телефону по 3 часа в день и отправляла ему фотографии из спа, которые я ей подарил. Моя первая реакция была полностью прекратить общение. Потом я попытался все-таки сохранить отношения. Пытался создать какие-то правила, даже изучал тему полиамории и этичной немоногамии. Но она не хотела никаких правил, только хаос. Несколько дней она снова то сближалась со мной, мы занимались интимом по 3 раза в день, а потом тайно приглашала любовника в город и проводила с ним несколько дней. Манипуляции, газлайтинг и полное отсутствие ответственности. Все, о чем мы пытались договориться, она не соблюдала. По сути, она просто внесла полный хаос в наши отношения. Ее любовник — это вообще отдельная история. Этот человек потерял жену. Она покончила с собой год назад. И моя жена постоянно пытается спасти и исправить его, вместо того, чтобы исправлять наши отношения. Чертов отставной ветеран без всякого чувства чести. Моя жена слушает каждое его слово. Он влияет на ее моральные ориентиры, и она полностью погружается в его мир. Каждый раз, когда они встречаются, она буквально отключается от всего остального. От семьи, от друзей, от работы. Она считает, что он — это ее безопасное место, игнорируя тот факт, что он разрушает всю остальную ее жизнь. Через 15 дней я съезжаю, потому что я просто не могу больше жить в этом хаосе. Я любил ее больше жизни. Она была такой умной и такой красивой женщиной. А теперь все разрушено. Депрессией и безответственным нарциссом на пенсии, который просто ищет внимание и молодое тело. Апдейт месяц спустя. Всем привет. Я наконец-то расстался с ней. Процесс был довольно бурным. У нас было несколько моментов, когда казалось, что мы снова сближаемся. Но каждый раз все заканчивалось еще хуже, чем раньше. Я пытался договориться с ней о разных правилах, пока мы живем под одной крышей. И она нарушила их все. В тот момент, когда я объявил, что сегодня съезжаю, она уже строила планы провести еще 2 недели со своим любовником. Тем временем она рассказывает некоторым нашим общим друзьям одну и ту же историю, что последние 2 года она со мной была несчастна. И поэтому хочет, чтобы я почувствовал то же самое. И чтобы я перестал вести себя как жертва и взял себя в руки. Мы с ней общаемся только по вопросам логистики. По сути, она ведет себя так, будто имеет какое-то моральное право делать все, что она захочет. При этом она еще и разговаривает с нашими общими друзьями и просит их поддержать меня и помочь мне. Как это мило. Было бы гораздо легче двигаться дальше, без этой странной ситуации, когда мне кажется, что между нами все еще что-то есть. Но ее поступки каждый раз снова и снова приносят мне боль. В любом случае, я постепенно привыкаю к жизни одному. Понемногу начинаю ходить на свидания. Пока что это ощущается очень странно. И оглядываясь назад, я не вижу никакого способа вернуть наши отношения. Доверие полностью разрушено, а без доверия невозможно построить здоровые отношения. Меня все еще озадачивают ее поступки, особенно потому, что ее любовник очень странный. По сути, у нее своего рода травматическая привязанность или туман измены. А этот парень, он постоянно засыпает ее любовью, вниманием. Особенно, когда она проводила больше времени со мной. Меня до сих пор начинает тошнить каждый раз, когда я об этом думаю.
Честно говоря, странненькая история. Тут апдейт написан хронологически через месяц, но он уже начал ходить на свидания, они уже развелись, я так понял, или просто перестали жить вместе. Я вот это вот вообще не понял. Просто все очень быстро, мне кажется. Очень быстро. Ну, за месяц такое, не успеть. Либо автор просто постепенно, писал это все и сейчас находится примерно в апдейте, но сама ситуация произошла гораздо раньше. Либо это фанфик, я честно даже не знаю. Ну, конечно же, у нас всем общительным женщинам только ад, ничего больше. А у парня, надеюсь, все будет хорошо. Читаем следующую историю, это уже другой автор. Мне 35 лет, я мужчина. Жена, ей тоже 35, водила меня за нос 5 месяцев, и я теперь не знаю, что делать. Пишу скорее, чтобы выговориться, чем ради каких-то советов. Но я приму все, что хорошие люди на Reddit смогут предложить. Потому что жизнь сейчас ужасна. Сегодня вечером я узнал, что моя жена, с которой мы женаты 5 лет, как минимум последние 5 месяцев за моей спиной, состоит в эмоциональном романе. Я служу в армии на действительной службе и недавно вернулся после довольно долгого периода, когда я находился в море и практически не имел возможности связываться с домом. Когда я уезжал в начале этого года, мне казалось, что наш брак счастливый. В 23 года мы купили дом нашей мечты, идеальный для моих 2 пасынков, и между нами было много любви. Конечно, все не было идеально. Из-за моей работы и ее занятости нам было тяжело, плюс воспитание 2 детей. Но я никогда не чувствовал, что у нас есть проблемы, которые мы не могли бы решить. Похоже, я кардинально ошибался. Когда я вернулся домой, все сразу показалось каким-то другим. Любящая и заботливая жена, которую я знал, стала холодной и закрытой. Для тех, кто не знает, после длительных разлук это довольно часто происходит в военных семьях, поэтому я подумал, что она просто привыкает к тому, что я снова дома. Прошло несколько недель, и я заметил, что она все чаще спит на диване и постоянно сидит в телефоне. Примерно через месяц после моего возвращения я наконец-то сказал ей однажды вечером у костра во дворе, что мне кажется, что что-то не так. Она согласилась. Мы поговорили, выпили немного и решили, что нам нужно работать над нашими отношениями. Я тогда почувствовал облегчение и решил, что мы справимся. Я стал внимательнее к ней, взял на себя больше дел по дому, готовил, убирал, давал ей время на хобби. Она недавно начала играть в гольф, и я был рад, что у нее появилось занятие, которое ей нравится. Мы также иногда играли в софтбол в местной команде с друзьями. Я не всегда мог быть на играх из-за работы, но приходил позже поддержать ее и привозил детей. Перемотаем к прошлой неделе. Мы снова сидим у костра, и она говорит, что больше не видит нашего будущего вместе. Классические фразы: «Это не ты, это я», «Дело не в тебе, дело во мне», «Я пыталась вернуть наши чувства», «Я не хочу, чтобы ты меня ненавидел» и тому подобное. В этот момент у меня внутри все просто рушится. Я начинаю паниковать, предлагаю семейную терапию, говорю, что сможем оживить нашу интимную жизнь. Готов сделать все, чтобы спасти то, что мы построили. И тут моя интуиция щелкает и заставляет задать вопрос: есть кто-то еще? Ответ прилетел от нее мгновенно: конечно нет! Я бы никогда с тобой так не поступила. Ну, я ей поверил. Она никогда не давала повода сомневаться. Ту ночь я лег спать рядом с ней, обнимая ее. Но это было самое, наверное, неловкое объятие в моей жизни. Прошло еще несколько дней, и я записал нас на семейную терапию. Сделал ей сюрприз, принес цветы на работу, пригласил на обед. Старался быть хорошим мужем и поддерживал ее. Возможно, иногда я выглядел слишком навязчивым, потому что мое сердце буквально разбивалось. В воскресенье она пошла играть в гольф с друзьями и вернулась без обручального кольца. Я сразу спросил об этом. А она сказала, что снимает кольца для игры и просто забыла надеть обратно. Я, честно говоря, ничего не смыслю в гольфе. И поэтому поверил, что она может там как-то мешаться. Но той ночью я спал на диване, и меня просто выворачивало от тревоги. Брак рушился, а я слышал только клише и видел холодную отстраненную жену. Моя интуиция пыталась сказать мне то, что сердце не хотело принимать. И вот сегодняшний вечер.
Она приходит домой, я готовлю ужин для падчерицы после тренировки. Кольца на пальце все еще нет. Я пишу ей сообщение. Это идея моего терапевта — попробовать разные способы общения. И это срабатывает. Я узнал за этот вечер больше, чем за 2 месяца. Я буквально изливаю душу в переписке, стараясь не расплакаться перед падчерицей. Она отвечает, что чувствует себя некомфортно в браке и не верит, что мы когда-нибудь сможем снова быть счастливы. И самое странное, она пишет все это, сидя напротив меня, и на ее лице нет ни капли грусти. И это меня сломало. Я пошел в душ и просто сидел под струями воды там подавленный, пока она проводила время с моей падчерицей. И тут что-то перестало сходиться, будто передо мной огромный пазл, и в нем не хватает только одной детальки. Я никогда раньше не проверял ее телефон, но решил посмотреть журналы звонков и сообщений на нашем операторе. Сначала ничего не бросилось в глаза, а потом я увидел номер. И слишком много сообщений на этот номер. В очень странное время. Каждый день звонки по 30-60 минут. Я пролистал дальше, в сентябрь. То же самое. Текстовые сообщения в 3 часа ночи, в тот же день, когда я вернулся домой и спал рядом с ней. Я насчитал более 12 тысяч сообщений и звонков, начиная примерно через месяц после того, как я уехал. И самое худшее, я узнал этот номер. Это был наш общий знакомый из команды по софтболу. Человек, с которым я буквально недавно пил пиво пару недель назад. После нашего совместного обеда у нее был с ним 40-минутный звонок. Я уверен, что позже еще буду разбирать даты. Я сохранил все эти логи. В этот момент я и взорвался. Я должен был сохранять спокойствие, но я не смог. Я позвал ее в спальню поговорить и попросил отправить детей спать. Когда она села на кровать, я потребовал показать переписку между ними. Ее лицо моментально изменилось, и она убежала в ванную. Когда вернулась и дала мне телефон, переписки, конечно же, уже не было. Ни одного сообщения. Я посмотрел Facebook, Messenger, нашел немного флирта, начиная с 10 ноября, но все, что было раньше этого, было удалено. Я понял, что она только что все сидела, стирала. Я спросил ее прямо, и она призналась, что удалила. Я понял, что могу посмотреть удаленные сообщения, но она отказалась снова дать телефон. Когда я спросил, почему, она сказала: это слишком личное. Слишком личное для мужа, но не для парня, с которым ты переписываешься. Она клянется, что между ними не было ничего физического или сексуального. Когда я объяснил, что такое эмоциональная измена и что это именно она сделала вид, будто только сейчас это поняла. Такая: да, действительно. Это звучит как полный бред. Мы еще даже поспорили. Она нервно посмеивалась и оставалась совершенно безэмоциональной. Я сказал, что хочу развод, и нам нужно продавать наш дом. Эмоциональная или физическая измена — это уже не важно. Она 2 месяца заставляла меня думать, что это я схожу с ума, пока сама она вкладывала все свое внимание в другого человека. Человека, которого мы оба хорошо знаем. И потом еще сказала, что я никогда ей не пишу. А этот парень теперь ее лучший друг. Теперь я жалею только о том, что я не доверился своей интуиции раньше. Я потерял женщину, которую считал своей напарницей по жизни. А еще больше меня разбивает то, что из-за ее решения страдают дети. У нас собаки, кошки, прекрасный дом. И сейчас мне хочется просто сжечь мосты и уехать на другой конец страны. При этом она уже пытается давить на меня, говоря, что из-за продажи дома детям придется переехать. Наверное, я просто хочу услышать советы о том, что мне делать дальше. Скорее всего, я и так знаю ответ, но лишние советы никогда мне не помешают. Прервемся на секунду. Хочу показать вам божественную скрижаль с именами всех добрых самаритян и верующих христиан. Спасибо вам большое за поддержку канала. Вы очень добры и мотивируете меня снимать для вас контент дальше. У нас есть 2 топовых донатера. Это Кира и Николай. Спасибо вам большое, ребята. Вы прям молодцы среди молодцов. Просто умнички. И ваша помощь очень кстати. А мы будем слушать историю дальше. Апдейт 3 дня спустя. Просто хотел дать обновление всем добрым людям на Reddit, которые дали мне советы и поддержку.
Честно говоря, думаю, что без вас и нескольких очень хороших друзей в моей реальной жизни я бы за последние дни оказался невероятно слабым и начал умолять ее о примирении. Хотя, как вы сейчас понимаете, все равно ничего бы не получилось. Я не отнесся легкомысленно ни к одному совету здесь. Я прочитал каждый комментарий и составил план действий на 2 дня, до Дня Благодарения. Некоторые из вас были жесткими и прямолинейными, но это помогло мне понять, насколько решительным мне нужно быть, прежде чем мои чувства начнут влиять на решение. Множество поддерживающих комментариев также напомнили мне, что в этом мире все еще есть хорошие люди. И это то, что мне нужно помнить, когда я буду подниматься после всего этого. Тому человеку, который посоветовал книгу «Live a Cheater, Gain a Life», огромное спасибо. Я такую книгу у нас не встречал, вот я загуглил, она переводится как «Брось изменщика, начни жизнь» или «Оставь изменщика, обрети жизнь». Это вроде как книга Трейси Шорн, посвященная восстановлению после измены, которая призывает разорвать отношения с тем, кто обманывает, чтобы спасти себя и начать жизнь заново. Книга предлагает жесткий подход, не пытаться переделывать предателя, а уходить, чтобы вернуть душевное спокойствие. Эта книга уже показала мне множество признаков, которые я пропустил за последние 2 месяца, и помогла разобраться с тем газлайтингом, который происходил последние дни. Теперь же о плане. На следующий день мне удалось встретиться с адвокатом. После того, как я рассказал всю ситуацию, мне посоветовали составить список условий, которые я хотел бы видеть в разводе. Нужно было определить, чем я готов пожертвовать, и поговорить с моей будущей бывшей женой, чтобы попытаться сделать развод без споров в суде, если это возможно. Да, я не был в восторге от этого разговора, но сумма денег, которую это могло сэкономить при продаже дома и разделе имущества, была слишком значительной, чтобы ее игнорировать. Помимо этого, адвокат посоветовал мне многое из того, что вы уже писали здесь. Я также записался на срочную встречу со своим терапевтом на следующую неделю, потому что я больше не могу постоянно вываливать все это на людей из своей жизни. Они меня, конечно, любят и готовы слушать, но я не хочу слишком долго быть для них обузой. Тем вечером мы поговорили исключительно о наших активах и о том, как мы будем проходить через развод. Я старался держать эмоции под контролем и выглядеть холодным и жестким. Снаружи, конечно. Внутри я чувствовал, что я будто умираю. Трудно не видеть отблески той жизни, которую ты думал, что у тебя есть, когда смотришь на человека, которого когда-то любил. Один хороший пользователь Reddit написал мне, что я должен оплакивать жену так, будто она умерла в тот момент, когда начался роман. А человек передо мной — это какой-то монстр, завладевший ее телом, с которым мне приходится мысленно бороться. Отличный совет. Но в реальности это тяжело, даже если несколько раз репетировать этот разговор перед зеркалом. Если коротко, у нас возникло только одно разногласие по моему списку условий, но мы его решили. На следующий день я попросил адвокатов начать подготовку документов, а также пригласил риэлторов осмотреть дом, экономика, рынок, ну и все такое. Я хотел бы сказать, что с тех пор держал себя в руках и применял так называемый технику серого камня, эмоциональное дистанцирование, как советовали. Но сегодняшний день был для меня тяжелым. У нас были планы на День Благодарения, и видеть, как все это рушится, было очень больно. Убирать обратно рождественские украшения, которые уже достали, было настоящим ударом под дых. Я сорвался и поговорил с ней. Разговор, который, вероятно, не принес никакой пользы, но открыл мне глаза еще больше. Я задавал много вопросов и получил, казалось бы, честные ответы, но легче мне от этого не стало. Она по-прежнему полностью отрицает физическую измену, но признала эмоциональную связь с нашим другом. Она сказала, что понимает, насколько плохо выглядело то, что она удалила переписку, но сделала это потому, что не хотела, чтобы я увидел их связь. Мол, это причинило бы мне еще больше боли. Я также спросил ее о нескольких вечерах, когда она якобы проводила время с подругой. За последние 2 дня я спросил эту подругу, и она сказала, что они никогда не проводили вечеров вместе. Жена не смогла это объяснить, кроме как тем, что думала, что я разозлюсь, если узнаю, что она просто гуляла и пила с другими друзьями. И я, как последний идиот, спросил, есть ли хоть какой-то шанс все исправить.
Она ответила твердое «нет», практически без каких-либо эмоций. Но я умудрился воткнуть нож себе в спину еще глубже. После этого разговора я снова посмотрел журналы звонков. За последние 3 дня она разговаривала с этим парнем почти 4 часа. Я бы многое отдал за 40-минутный разговор с ней за последние 2 месяца. Совершенно очевидно, что она выбирает его, а не меня. Хотя при этом говорит вещи вроде «я просто хочу быть одна и воспитывать детей» или «я сейчас не готова к новым отношениям». Честно говоря, я уже не понимаю, что правда, а что нет. Но я знаю, что мне нужно просто перестать играть с ней в игру «а что если?». Так что на какое-то время это все. Если только она не передумает по поводу раздела имущества. Теперь остается дождаться продажи дома и, наконец, убраться отсюда навсегда. Я, моя собака, она поедет со мной, 2 кота, 2 пасынков и моя лживая, манипулятивная, эмоционально жестокая, изменяющая сущность из изнанки. Когда мне удается заснуть, мне постоянно снится один и тот же сон. Она ведет нашу семью куда-то на машине. Едет безумно и почти что нас убивает. Когда мы доезжаем до места, с ней всегда происходит какая-то медицинская чрезвычайная ситуация. И я кричу, зову на помощь, но никто не приходит. Думаю, мой терапевт получит огромное удовольствие, разбирая все это. Пока я здесь, я буду стараться оставаться лучшим мужским примером для этих детей. Одновременно оплакивая свою жену, которая умерла для меня этим летом. Я не знаю, буду ли еще обновлять эту историю, но я не устану повторять. Спасибо каждому незнакомцу, который поддержал меня тогда, когда мне это было нужно больше всего. Надеюсь, однажды я вернусь сюда и смогу оплатить вам тем же. Реддитор пишет, цитата из текста. Она все еще полностью отрицает, что между ними было что-то физическое, но признает эмоциональную связь с нашим другом. Много говорит о том, что понимает, насколько плохо выглядело то, что она удалила переписку, но якобы просто не хотела, чтобы я увидел ту связь, которая у них была, потому что это причинило бы мне еще большую боль. Нет, она не хотела, чтобы ты увидел, как они обсуждают интим. Далее цитата. Я также спросил ее о нескольких случаях, когда она должна была проводить время с подругой, но когда я спросил эту подругу, за последние 2 дня она сказала, что они вообще никогда не встречались. Жена не смогла это толком объяснить, кроме как тем, что думала, что я разозлюсь, если узнаю, что она просто осталась где-то пить с другими друзьями. Нет, она не смогла объяснить это, потому что в это время она шпилилась с ним. Замечаешь, как она тонко перекладывает вину, автор? В обоих примерах проблема не в том, что она сделала, а в том, как она думает, ты отреагируешь на ее поступки. Это классический прием изменщика. Мне жаль, автор, но ты держишься очень хорошо и держись так дальше. Автор отвечает, спасибо за совет. Да, записи Easy Pass — это проезды по платным дорогам. Несколько дней назад все окончательно прояснили. Стало ясно, как долго все это на самом деле продолжалось. Пару ночей назад я придумал план поехать за мороженым для детей и заодно вывести ее на разговор. Знаю, какой в этом смысл, но все же. Я просто хотел, чтобы она наконец признала, что сделала с нашей семьей. Но нет. Когда я загнал ее в угол на светофоре и все предъявил, она буквально вышла из машины и пошла домой пешком. Не знаю, было ли это тем закрытием истории, которое мне нужно было, но наблюдать, как она буквально убегает от своих проблем, заставило меня понять, какая она все-таки ссыкло. Вдобавок ко всем другим серьезным недостаткам характера, которые теперь для меня стали очевидны. В любом случае, я все равно поехал и купил детям мороженое. А потом написал в наш общий чат с друзьями, зная, что ее любовник тоже там, что ему, наверное, стоит забрать ее, раз ее поймали на измене именно с ним, и что он может оставить ее себе. С тех пор я держу максимально возможный минимальный контакт. Сейчас я просто сосредоточен на продаже дома и на том, чтобы двигаться дальше к лучшей жизни. Можем пожелать автору только удачи, изменщицам только ад и никакой амнистии. Я полностью согласен с последним комментатором. Она не удаляла там какие-то сообщения, она скорее всего удаляла фотографии и обсуждения, как они неплохо поперепихались. Это давным-давно был физический роман, и скорее всего он полноценным был, пока этот товарищ был в армии. Вот. Ну, такое бывает.
такое бывает. У нас уже на канале есть истории, где мужчина военный, и его жена не дождалась его по какой-то причине. Есть прям даже большая достаточно история. Я ее прикреплю, ну, вот здесь где-то. Посмотрите еще истории, если на канале впервые. Очень много об изменах, о родственниках, о поведении Карен в супермаркете. А я буду искать для вас новую историю.